Куда бы нам отправиться на этот раз в поисках приключений? Конкретные идеи не всегда приходят в голову. А что если просто полететь куда-то выше или ниже и посмотреть, какие достопримечательности встретятся по пути? Да, но где у нас в космосе верх или низ? Если брать это понятие как точку притяжения меньшего объекта гравитации большего, то низ опять же Земля, а верх — все пространство дальше от нашей планеты. Можно лететь куда угодно, только вот в открытом космосе, где нет массивных объектов, подобный ориентир не сработает. Астрофизики давно ломают голову, есть ли у Вселенной верх и низ, и это далеко не единственная загадка мироздания. Пока в зависимости от гипотез астрофизиков неразгаданные объекты и явления меняют в нашем представлении облик как хамелеоны. Посмотреть на них, согласитесь, интересная цель. Этим мы и займемся сегодня. Только держитесь начеку. Знакомство с неизведанным зачастую требует быстрой реакции и неожиданных решений. Мы, конечно, не первые, кто интересуется загадками Вселенной. Люди пытаются разгадать космос с давних времен. Наверное, с тех самых пор, как впервые задали себе вопрос, что представляет собой пространство у них над головой. Считается, что первым к людям приблизил небо Галилео Галилей, увидев его в свой телескоп более 400 лет назад. Правда, некоторые исторические записи указывают, что астронома немного опередил голландский производитель очков Ганс Липпергей, представив линзы для увеличения удаленных объектов. Но в любом случае первое открытие с помощью телескопа сделал Галилео Галилей. Он подтвердил гелиоцентрическую модель Коперника, предложенную в 1543 году. С тех пор космическая наука прошла долгий путь, и мы многое узнали о Вселенной. За последнее столетие люди достигли ошеломительного научного и технического прогресса. Но несмотря на развитие коллективных человеческих знаний, тайны все еще сохраняются. Например, удалось подсчитать, что ежегодно в Млечном Пути рождается около 40 новых звезд. А вот сколько их всего в нашей галактике, никто точно не знает. Проблемы могут быть теоретическими или экспериментальными. Первые возникают из-за неспособности современных теорий объяснить наблюдаемые явления. Экспериментальные появляются, если невозможно проверить или исследовать предложенную теорию, а это случается очень часто. Когда дело доходит до проведения экспериментов, астрофизика и космология стоят особняком среди остальных наук. Биологи могут нюхать, ощупывать или даже пробовать на вкус организмы, которые изучают. Химики имеют возможность смешивать вещества в пробирке, кипятить растворы, сжигать сырье, чтобы узнать больше о свойствах материала. Но в космосе провести подобные эксперименты невозможно. Есть еще проблемы, связанные с уникальными событиями или явлениями, которые никогда не повторялись по неясным причинам. Это касается, к примеру, быстрых радиовсплесков, большинство которых происходит только один раз. Несмотря на все трудности науки, конечно, есть чем похвалиться. За последние десятилетия астрономы сделали реальные портреты черных дыр, засекли ранее недоступные всплески гравитационных волн, заглянули на край Вселенной. К этому можно добавить еще множество разных достижений. Вместе с тем, в нашем понимании Вселенной и законов, которые ею управляют, остаются зияющие пробелы. Причем это касается даже тех небесных объектов, которые мы неплохо знаем. Солнце в астрономическом масштабе у нас буквально за углом. Его давно изучают обсерватории и космические аппараты. Но с нашим светилом до сих пор многое не ясно. Взять хотя бы парадокс холодной звезды. Это не значит, что Солнце вот-вот остынет и погаснет, а Земля превратится в огромный снежок. Все происходило в прошлом, 4 миллиарда лет назад. Тогда по стандартной модели эволюции звезд Солнце излучало примерно на 30% меньше энергии, чем сейчас. Здесь возникает неразрешимое противоречие с климатическими данными о юности нашей планеты. То есть вырисовываются две картины.
которые взаимно исключают друг друга. Модель эволюции звезд при слабом молодом Солнце представляет Землю из космоса как гигантский снежок изо льда и снега. Если бы инопланетяне тогда прилетели в Солнечную систему, то вряд ли заинтересовались бы столь негостеприимной планетой. Безумный холод, темнота, полное отсутствие жидкой воды, которая является основой для жизни. А вот вторая картина, составленная по климатическим моделям, идет архейская эра, первый геологический период в истории Земли. Климат примерно такой же теплый и влажный, как сейчас. Может и теплее. Нигде на полюсах нет ледяных шапок. В водоемах плавают невидимые существа, одноклеточные прокариоты. Эти организмы – настоящие естественные нанофабрики по производству бесценного кислорода. Именно он обеспечил последующую эволюцию всего живого на планете. Какая же из этих картин верна? Ученые склоняются к мнению, что на Земле действительно было тепло. Да, Солнце грело меньше, но планета обеспечивала себя собственным автономным отоплением. Чтобы лучше понять, как все происходило, ученые составили климатические 3D-модели Земли архейского периода. Оказалось, что жар мог идти от земной коры, которая еще остывала после формирования, и гравитационного сжатия планеты. Также, вероятно, тепло сохранилось от разогрева после столкновения с протопланетой, предположительно размером с Марс. В результате появилась Луна, и гравитационные игры со спутником тоже подогревали Землю. Жару поддавали фонтаны многочисленных горячих источников, извержения вулканов. Выбросы газов в атмосферу в результате таких событий создали мощный парниковый эффект. Скорее всего, его создали доминирующие в астросфере углекислый газ и метан. Важно и то, что в архейском небе было меньше облаков. Они образуются, когда солнечный свет испаряет воду, но света тогда было мало. Зато редкие облака отражали в космос минимум излучения звезды. Еще они, вероятно, придавали планете просто фантастический вид. Огромное количество метана могло затягивать небо тонкой фотохимической дымкой, окрасив облака в розовый цвет. Это потрясающее шоу длилось примерно до конца Архея. Затем из-за роста концентрации кислорода в атмосфере метан окислился, и облака приобрели привычный нам белоснежный вид. Однако по другим расчетам, при слабом холодном Солнце Земле не хватило бы внутреннего тепла для поддержания плюсовой температуры. Пока ученым не удалось прийти к единому мнению о климате на Земле, в те времена, когда наша звезда была совсем молодой. Еще одну загадку каждый из нас может заметить, просто взглянув в небо. Если днем его озаряет золотистое солнце, то ночью звезды. Белые, голубые, желтые, оранжевые, красные. Они, как новогодние гирлянды, сияют в темном космосе разноцветными огнями. Но можно ли верить своим глазам? Астрономы говорят, что все в пространстве должно быть красным. Не потому, что какая-то неведомая сила залила его кровью. Просто звезды, красные карлики буквально заполонили небо. Заодно они подбросили исследователям еще одну задачку, которую пока не удается решить. А вот в чем загвоздка. Астрономам известно, что среди всех звезд Млечного Пути красных карликов около 75%, и они останутся в небе буквально вечность. Солнце, например, будет светить около 10 миллиардов лет, а красные карлики, согласно расчетам ученых, могут существовать триллионы лет. Это так долго, что за 13,8 миллиарда лет после Большого взрыва ни один из них не закончил свой жизненный путь. Неудивительно, что красных карликов становится все больше. Постоянно образуются новые звезды этого типа, тогда как старые не умирают. При таком раскладе логично предположить, что в небе должен преобладать красный цвет. Однако мы этого не наблюдаем. И вот почему. Космонавты видят звезды в пространстве не такими, как мы сквозь атмосферу Земли. Наше Солнце оттуда выглядит белым, массивные горячие звезды голубоватыми, более холодные белыми. Ну а если смотреть с Земли, каким будет для нас цвет красных карликов?
Ученые отвечают – никаким. Красные карлики до того тусклые, что невооруженным глазом не увидеть даже ближайшую звезду Проксима Центавра. В телескоп же такие светила могут иметь различный цвет, в зависимости от фильтров, применяемых на разных длинах волн. Но наша задача – разобраться с загадкой красного неба. По сути, она связана не с цветом Вселенной, а с поисками инопланетной жизни. По идее, все шансы на ее зарождение имеют планеты в системах красных карликов. Мы говорили, что такие звезды живут дольше, и их очень много. К тому же примерно 16% красных светил обладают скалистыми планетами. Большинство их вращаются со звездами буквально плечом к плечу, поэтому планетам хватает света и тепла от тусклых прохладных звезд. И даже, возможно, на этих небесных телах есть вода в жидком виде. Согласитесь, подобные миры просто созданы, чтобы быть обитаемыми. Но ученые этого не подтверждают. Мы точно знаем только о том, что на Земле в системе желтого карлика кипит жизнь. Как такое может быть, если желтых карликов в галактике всего несколько процентов? Может, наша звезда особенная? Нет, ведь принцип Коперника гласит, что во Вселенной не существует привилегированных регионов. В этом и состоит загадка красного неба, которую в 2021 году сформулировал астроном Дэвид Киппинг из Колумбийского университета. Он также предположил несколько объяснений подобного феномена. Главное, что красные карлики совсем не так благосклонны к своим планетам, как кажется на первый взгляд. Они просто заливают ближних соседок мощным потоком смертельного излучения и так притягивают своей гравитацией, что планеты все время повернуты к звездам одним полушарием. Эта сторона небесного тела похожа на раскаленный ад, а противоположная – на царство вечного холода и мрака. Еще планеты в системах красных карликов лишены защиты извне. Откройте каталог НАСА и совершите виртуальный квест в поисках газовых гигантов у таких светил. Вы почти их не найдете. А ведь гиганты типа Юпитера зачастую выполняют в звездной системе функции противокосмической обороны. Они ловят кометы, астероиды и другие небесные тела, которые могут разрушить скалистые планеты. Все это, по мнению Киппинга, в 100 раз снижает вероятность возникновения жизни в системах красных карликов по сравнению с желтыми. Хотя, может, мы просто пока не нашли те звезды? Астрономы в большинстве открывают массивных красных карликов, а самые маленькие и тусклые, которых по некоторым оценкам большинство, пока от нас в основном скрыты. И их ученым только предстоит отыскать в небе, а потом досконально изучить. Если брать отдельные звезды, астрономы хорошо изучили большое количество различных светил. Систематизировали их, определили состав и предполагаемое поведение. Но бывает, что звезды не хотят вписываться в рамки существующей физики и творят в небе что угодно. Как вам такой себе небесный мегамагнит? В космосе в его роли решила выступить одна из звезд, бросив вызов общепринятому пониманию рождения и жизни светил. Это HD 45166, которую астрономы из Амстердамского университета обнаружили в двойной системе. У ее основного компонента есть характерные черты звезды Вольфа-Райе, очень горячей и яркой. Однако светило оказалось чрезвычайно массивным, значительно отклонившись от нормы звезд своего класса. Это загадочное расхождение побудило астрономов искать ответ с помощью самых современных обсерваторий. После исследований они наткнулись еще на одну странность. Звезда обладает беспрецедентно сильным магнитным полем. Его показатели превзошли все известные научные модели, достигнув удивительной отметки в 43 тысячи гауссов. Так называется единица измерения магнитных свойств небесного тела. Для сравнения, магнитное поле Земли оценивается всего в полгаусса. Ученые выдвинули предположение, что HD 45166 изначально состояла из 3 светил, одно из которых было поглощено центральной звездой. Массивное ядро нового объекта
возможно, придало главной звезде ее необычный магнетизм. Но так ли это на самом деле? Астрофизикам еще предстоит доказать. Маленький тусклый коричневый карлик WD-00-32317b в 1400 световых годах от Земли – прямая противоположность этой огромной яркой звезде. Однако он тоже сумел поразить астрономов. Коричневые карлики можно назвать мертворожденными звездами, поскольку они не сумели запустить в своем ядре термоядерный процесс. Тот, о котором идет речь, вращается по странной орбите вокруг другого небесного трупа – белого карлика. Второй партнер был обычной звездой и достиг конца своего жизненного цикла. Теперь белый карлик медленно остывает, поскольку ядерный синтез уже не идет в его ядре. Но нас больше интересует коричневый карлик. Астрофизики из института Вейцмана выяснили, что массой он в 75-88 раз превосходит Юпитер. Как и все звезды этого типа, коричневый карлик должен излучать очень мало тепла. Максимальная температура подобных светил может достигать 2500 градусов Цельсия, а минимальная – лишь несколько сотен градусов. Но WD-00-32317b решил выбиться из общего правила. Он раскален до немыслимого показателя более 7000 градусов Цельсия. То есть получается что-то невообразимое. Маленькая тусклая звезда, которая так и не смогла зажечься, оказалась горячее Солнца. Напомним, что температура нашего светила составляет примерно 5500 градусов Цельсия. Сначала астрофизики предположили, что коричневый карлик такой горячий за счет внутреннего жара. Однако после дополнительных исследований версия не подтвердилась. Тогда, может, это результат близкого соседства с белым карликом? Хотя мертвая звезда больше не занимается ядерным синтезом, она все еще разогрета до 37 тысяч градусов Цельсия. По расчетам, получилось, что ее излучение вряд ли раскалит коричневого карлика сильнее, чем термоядерный синтез наше Солнце. Так что вопрос с аномальной температурой WD-00-32317b в настоящее время остается открытым, и астрофизики ищут на него ответ. А мы тем временем давайте отправимся на настоящие звездные горки. В нашей галактике есть звезды, развившие немыслимую скорость. В этом марафоне, возможно, побеждает S5 HVS-1, оставив соперниц далеко позади. Ее максимальная скорость 1755 км в секунду позволила звезде попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Астрономы из университета Карнеги-Меллона обнаружили спринтера с помощью англо-австралийского телескопа 3,9-метрового телескопа и спутника Гая. Они заметили, как S5 HVS-1, прекрасная голубая звезда, мчится по созвездию Журавля в десятки раз быстрее обычных. Она летит из центра Млечного Пути, где скрывается черная дыра Стрелец-А со звездочкой. Позже выяснилось, что этот спринтер в небе не одинок. Астрономам удалось найти и другие гиперскоростные звезды в том регионе. Разыскать их было очень трудно. Ближе к центру Млечного Пути миллиарды всевозможных светил вынуждены кружить, как говорится, на голове друг у друга. Выделить из них несколько нужных – все равно, что искать иголку в стоге сена. Но астрономам из университета Огайо и Гавайского университета удалось рассмотреть в той толчее 130 звезд недалеко от Стрельца-А со звездочкой. Затем среди них обнаружили 6 спринтеров, массой соизмеримых с нашим Солнцем. Они двигались с экстремальной скоростью до 3,2 миллионов километров в час. По мнению астрономов, 6, скорее всего, тоже была выброшена ударом Стрельца-А со звездочкой. Впрочем, далеко не всегда гиперскоростные звезды родом из того опасного региона. Некоторые из этих путешественниц, скорее всего, даже близко не подлетали к галактическому монстру. Так астрономы проследили назад во времени траекторию огромной далекой звезды Ламост HVS-1.
которая находится на расстоянии около 42 тысяч световых лет от Земли. Они обнаружили, что этот гигант получил ускорение не в центре галактики, а в диске Млечного Пути. Получается, его никак не мог отшвырнуть от себя стрелец-А со звездочкой. Что же тогда разогнало звезду до немыслимой скорости? Сначала ученые решили, что это результат гравитационного столкновения LAMOST HVS-1 с несколькими массивными звездами. Но путь небесного спринтера предположительно берет начало в спиральном рукаве Млечного Пути, известном как Норма. Исследователи говорят, что там нет никаких звездных скоплений, хотя за толстым слоем космической пыли могут скрываться черные дыры средней массы. Вероятно, это они и приложили руку к изгнанию LAMOST HVS-1 с насиженного места в рукаве Млечного Пути. Кроме того, открыты еще 20 сверхскоростных звезд, которые предположительно родом не из ядра галогалактики или какого-то другого экзотического места. Подобный вывод ученые сделали, изучив состав этих светил. Он оказался таким же, как у других звезд, в диске галактики и отличался от состава тех, что родились в центре Млечного Пути. Выходит, их разогнал не стрелец-А со звездочкой, а нечто другое, что именно, пока неизвестно. Планеты Солнечной системы, которые находятся в миллиардах километров от нас, намного тусклее звезд. Их тем более невозможно исследовать вдоль и поперек с помощью современных технологий. Они ставят перед учеными еще больше задач, которые до сих пор не решены. Особенно это касается далеких экзопланет, которые сейчас одну за одной открывают астрономы. Чтобы познакомиться с одной из них, давайте отправимся к суперземле TOI 1452b из созвездия Дракона в сотни световых лет от нас. Это небесное тело – тот еще экстремал. Мы найдем его в опасной близости к своей звезде, вокруг которой экзопланета совершает оборот всего за 11 дней. TOI 1452b сразу заинтриговала ученых тем, что на ней обнаружены признаки жидкой воды. Но поскольку планета невероятно близка со звездой, она должна быть безумно горячей. Вода в ней обязательно превратится в пар, а этого почему-то не происходит. Экзопланета никак не укладывается в рамки существующих законов природы. Правда, звезда TOI 1452 – красный карлик, который меньше и холоднее Солнца, что может несколько снизить температурные показатели на экзопланете. Возможно, она получает от звезды такое же количество света, как Венера от Солнца, но в этом случае на ней слишком жарко, чтобы поддерживать воду в жидком виде. А вот если у TOI 1452b найдут плотную атмосферу из водорода и гелия, все станет более понятным. Подобная пелена в состоянии задерживать часть излучения звезды. Тогда вода с поверхности планеты не испарится. При таком раскладе большая каменистая планета, как TOI 1452b, вероятно, окажется покрытой очень глубокими океанами. Расчеты ученых показали, что вода способна составить до 30% массы подобного мира. Это очень много, если сравнить с нашей планетой. Поверхность Земли на 70% состоит из воды, но океаны не превышают 1% ее массы. Водоемы TOI 1452b скорее сравнимы с теми, что на спутниках Ганимед и Каллиста Юпитера, Титан и Энцелад Сатурна. Считается, под ледяными панцирями этих лун скрыты невероятно глубокие океаны. Бета-живописца Б в 64 световых годах от Земли тоже выходит за рамки моделей астрофизиков. Во время путешествия нам вообще трудно будет ее рассмотреть. Планета покрыта толстым облаком пыли, и в этой непрозрачной пелене происходят удивительные вещи. Например, в 2022 году астрономы обнаружили там 30 экзокомет по размерам очень похожих на небесные камни Солнечной системы. Раньше экзопланету, спрятавшуюся в пыли, представляли лишь по моделям. Было понятно только то, что это газовый гигант. Недавно, пробившись сквозь пелену с помощью новых телескопов, астрономы увидели реальное лицо бета-живописца Б. Это действительно супергигант.
радиусом в 1,65 раза превышающий Юпитер, а массой более чем в 11 раз. Также выяснилось, что бета-живописца Б – настоящий спринтер. Если бы газовые планеты соревновались в скорости вращения, она победила бы с результатом в 8,1 часа. За это время бета-живописца Б делает полный оборот вокруг своей оси. Наш Юпитер, для сравнения, немного отстает с показателем в 10 часов. Но главная загадка планеты еще не раскрыта. Бета-живописца Б находится на расстоянии 10 астрономических единиц от звезды, примерно как Сатурн от Солнца. Если вы возьмете для путешествия к этому гиганту теплую одежду, поступок будет вполне логичным. А вот в реальности вы попадете пальцем в небо. По расчетам астрономов, газовый гигант разогрет до 1451 градуса Цельсия, хотя этого точно быть не должно. Бета-живописца Б находится слишком далеко от своей звезды и никак не может превратиться в плавильную печь. Ученые строят гипотезу, что так подогревает планету. Возможно, тепло сохраняется из-за огромной массы супер-Юпитера и плотного пылевого покрывала, которым он окутан. Впрочем, пока это только версия, которая требует подтверждения. Еще один газовый гигант AB Возничего b тоже накопил множество загадок, с которыми современной науке пока не справится. И он может оказаться чемпионом, но не по скорости вращения, а по упитанности. Давайте посмотрим на него поближе. AB Возничего b астрономам удалось засечь в созвездии Возничего на расстоянии 508 световых лет от Земли. Планета в 9 раз массивнее Юпитера при радиусе всего 1,12 нашего газового гиганта. За это ученые называют AB Возничего b слоновьей планетой. Если говорить точнее, она еще слоненок. Небесное тело до сих пор формируется в системе молодой звезды AB Возничего, сияющей в 38 раз ярче Солнца. Причем растет космический ребенок, нарушая все физические законы. Он ютится на самой окраине звездной системы, в 2 с лишним раза дальше, чем Плутон от Солнца, и почти в 100 раз, чем Земля от нашей звезды. Год на экзопланете длится 587,7 земных лет. Согласно стандартным моделям ученых, на таком расстоянии от звезды AB Возничего b не могла набрать огромную массу. Обычно это происходит за счет того, что материя и газ притягиваются гравитацией протопланеты к ее ядру. На задворках звездной системы же особо поживиться планете явно нечем. Значит, AB Возничего b возникла как-то по-другому, и ученые уже ищут подходящие модели. По одной из них планеты могут рождаться из огромных космических обломков. Когда диск вокруг молодой звезды остывает, под воздействием гравитации он иногда распадается на части планетарного размера. Один из таких кусков и образовал слоновью планету. Она продолжает расти за счет окружающего ее газа, которого еще много в системе молодой звезды. По массе AB Возничего b уже близка к максимуму, отделяющему ее от перехода в категорию коричневых карликов. Считается, что это промежуточное звено между планетой и звездой. Слоновья планета, несомненно, впечатлит нас своими размерами. Но в масштабах Вселенной это лишь маленькая песчинка. Посмотрим на более крупные космические структуры. Самый близкий пример – наша галактика Млечный Путь. Странные события происходят в ее окрестностях. У Млечного Пути исчезли карликовые галактики-спутники. Или же спрятались так хорошо, что астрономы никак не могут их разыскать. Согласно стандартной модели космологии, таких мини-спутников у крупных галактик должны быть сотни. На самом деле вокруг Млечного Пути их пока найдено только 30. Куда же делся остальной космический эскорт? Может, на каком-то этапе эволюции другие галактики захватили спутники в плен своей гравитацией? Или это результат некой космической катастрофы? Исследователи видят все более прозаичным. Просто карликовые галактики пока не обнаружены даже самыми современными телескопами. Дело в том, что чаще всего они невероятно маленькие и тусклые.
Некоторые содержат лишь несколько тысяч звезд. Между тем, Млечный Путь предположительно дает приют 400 миллиардам светил. Их сияние затмевает скромные отблески миниатюрных соседей. Но на этом парадоксы спутников Млечного Пути не заканчиваются. Тусклые, незаметные малыши смогли бросить вызов всей ньютоновской модели гравитации. Дело в том, что они вращаются как-то не по правилам. К подобному выводу пришла команда ученых из Германии, Австрии и Австралии. В космологической модели спутники должны быть равномерно расположены вокруг Млечного Пути и двигаться в разных направлениях. В реальности 11 ярчайших карликовых галактик в общей плоскости образуют структуру, похожую на диск. Они вращаются вокруг Млечного Пути в одну и ту же сторону. Примерно так планеты нашей звездной системы облетают Солнце. По мнению ученых, подобный расклад мог быть объяснен только возникновением этих мини-галактик в результате древних столкновений. Здесь как раз и кроется главная загадка. Расчеты показывают, что карликовые спутники в этом случае не могут содержать темную материю. Но ведь именно темная материя скрепляет космические объекты в единое целое своей гравитацией. Причем ее нужно очень много. Астрономы Кембриджского университета исследовали около 7000 галактик и выявили там в 400 раз больше темной материи, чем обычной. Только далеко не все коллеги согласны с их выводами. Внутри галактики с темной материей звезды должны двигаться гораздо быстрее, чем предсказывает теория гравитации Ньютона. А значит, в расчетах астрономов из Кембриджа может скрываться ошибка. Ну или теорию Ньютона нужно модифицировать. Причем не в первый раз. Далекие галактики преподносят астрономам еще больше сюрпризов. Хотите познакомиться с настоящими космическими динозаврами? Одного из них недавно обнаружил телескоп Джеймс Уэбб. Это большая галактика JADES GS-Z14-0, которую ученые считают почти ровесницей Вселенной, возрастом в 13,8 миллиарда лет. Древний небесный рептилоид, по расчетам ученых, образовался всего лишь через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Факт очень странный. Согласно моделям астрономов, этого времени после рождения Вселенной недостаточно для образования столь масштабной структуры. Современные теории утверждают, что в раннем космосе формировались маленькие галактики. Они росли со временем, в течение миллиардов лет, в основном за счет слияния и аккреции газа. Однако JADES GS-Z14-0 противоречит этим теориям, будучи слишком массивной и активной для своего возраста. Поразительно и то, что вокруг ядра галактика окружена гигантским ореолом новых звезд, возраст которых в среднем оценивается примерно в 90 миллионов лет. Еще галактика содержит значительное количество пыли и тяжелых элементов, таких как кислород. Иными словами, JADES GS-Z14-0, вероятно, уже активно формировала звезды задолго до своего предполагаемого возраста в 300 миллионов лет. И она такая не одна. В 2023 году телескоп Джеймс Уэбб открыл еще несколько массивных объектов, образовавшихся через 500-700 миллионов лет после Большого взрыва. Исследователи отмечают, что яркий свет этих динозавров в ранней Вселенной указывает на их быстрое развитие, что не соответствует многим стандартным моделям. Существование подобных объектов, вероятно, потребует пересмотра современного представления о формировании галактик. Сейчас исследователи рассматривают возможные объяснения и среди них называют эффекты от частых взрывов сверхновых или влияние темной энергии. Пока ничего не удается выяснить точно, и число версий только растет. Недавно во всем заподозрили сверхмассивные черные дыры. Их чересчур ранний рост на заре Вселенной мог дать толчок к преждевременному развитию галактик. Сверхмассивные черные дыры, которые прячутся внутри галактик, вообще добавляют головной боли астрономам. Они порой настолько непредсказуемы, что никак не желают укладываться в космологические принципы. Посмотрим для примера опасный, но впечатляющий процесс соединения двух монстров.
Когда происходит столкновение, а затем слияние двух галактик, их центральные сверхмассивные черные дыры образуют между собой единый объект. Ученые узнают об этом благодаря гравитационным волнам, которые возникают из-за движения дыр. Вот что известно об удивительных танцах монстров согласно моделям ученых. Процесс идет очень долго. Под действием взаимной гравитации они начинают сближение и кружат друг вокруг друга, постепенно сокращая расстояние. В конечном итоге оба объекта должны стать одной огромной черной дырой. Но финальная стадия их пируэтов до сих пор остается загадкой. Модели четко показывают поведение сверхмассивных черных дыр, когда они находятся относительно далеко друг от друга. А вот продемонстрировать их окончательное сближение симуляции не могут. В них две сверхмассивные черные дыры приближаются друг к другу на расстоянии 1 парсека, что равно примерно 3 световым годам. Затем их сближение прерывается. Эта проблема получила название парадокса последнего парсека. Авторы нового исследования из Канады считают, что нашли ее решение. При моделировании всего лишь нужно добавить в процесс такую составляющую, как нечеткая темная материя. По словам ученых, она похожа на обычную темную материю, но состоит из частиц малой массы и особо хаотично распределена в пространстве. Ученые считают, что нечеткая темная материя способна увеличить скорость распада орбит черных дыр и привести к их слиянию. Это может объяснить существование невероятно огромных монстров, которые обнаружены в центре некоторых эллиптических галактик. В то же время исследователи не дают надежных доказательств того, что именно нечеткая темная материя может решить проблему последнего парсека. Темную материю многие исследователи считают главной загадкой в современном представлении о Вселенной. Еще 100 лет назад никто даже не думал о другом виде вещества, кроме обычного, из которого состоят звезды и планеты. Но с развитием науки появилось все больше вопросов. Например, звезды в спиральных галактиках, подобных нашей, вращаются на огромных скоростях. По всем законам, при столь быстром движении они должны просто вылетать в межгалактическое пространство. Если этого не происходит, значит, их скрепляет силой своей гравитации некоторая огромная масса. Также на существование скрытой материи указывает гравитационное линзирование. Это процесс, при котором планета, звезда, галактика или скопление галактик изменяет направление электромагнитного излучения своей гравитацией. Оказалось, что в линзировании задействовано вещество массой намного превышающее обычное. Ученые назвали невидимку темной материей и рассчитали, что на нее приходится 95% всей массы Вселенной. Обычное вещество составляет звезды, планеты, спутники и другие космические объекты. И все это тянет лишь на оставшиеся 5%. Представляете, сколько в мире темной материи, если ее масса настолько больше обычной? И все же до сих пор мало что известно о составе и физических свойствах этой гигантской темной лошадки. Трудно исследовать то, что невозможно увидеть и что почти никак не взаимодействует с нашим миром. Ведь в отличие от обычной материи, темная вообще не отражает и не поглощает свет. В ее поисках ученые сравнивают себя с мудрецами из известной притчи. Ощупывая в темноте слона, каждый из них приходит к своему выводу. Один, держась за хвост, считает, что слон – это хлыст. Другой, ухватившись за хобот, уверен, что схватил змею. Тот, кто дотронулся до туловища, представил глухую стену. Все они по-своему правильно указали на какие-то особенности отдельных частей животного, однако поняли, что это слон, лишь когда его переместили на свет. В последнее время космического слона отчасти тоже удалось вывести в более освещенную зону. Так, с помощью космического телескопа Хаббл астрономы получили изображение кольца темной материи в скоплении галактик Си1 0024+17. Кроме того, исследователи проследили ее влияние на формирование ранних квазаров, галактик и облаков газа. Это заодно подтверждает гипотезу о том, что в ранней Вселенной темная материя не распределялась равномерно.
Невидимое вещество частично сбилось в комки, тем самым приложив руку к образованию различных космических объектов. В свою очередь, английские ученые утверждают, что им удалось определить некоторые физические свойства невидимки. Астрономы провели расчеты характеристик тысяч разных галактик. Результаты показали, что эти объекты содержат в сотни раз больше темной материи, чем обычной. Скорость частиц в ней достигает 9 км в секунду. Температура составляет 10 тысяч градусов Цельсия. Расчеты исследователей из Англии стали дополнительным аргументом в пользу теории теплой темной материи, которая разогрета сильнее окружающего космического пространства. Однако в общепринятой космологической модели наиболее вероятным считается существование холодной темной материи, которая движется не так быстро. При этом ее возраст все время связывали с ранними процессами во Вселенной. Есть гипотеза, что значительную часть темной материи составляют первичные черные дыры, образовавшиеся в первую секунду после Большого взрыва. В последнее время ученые больше склоняются к тому, что она образуется из каких-то еще не открытых субатомных частиц. Некоторые из них, которые называют вимпами, слабо взаимодействуют с окружающей средой. Одну из подобных частиц, гипотетическое нейтралино, прочат на роль основной составляющей темной материи. Однако, если темная материя имеет какое-либо отношение к частицам, образовавшимся в процессе космической инфляции, то она, возможно, родилась намного раньше Вселенной. К такому выводу по результатам нового исследования пришли специалисты из США. Вероятно, поиски астрофизиков никак не могут увенчаться успехом именно из-за этого. Идею подтверждают и некоторые научные расчеты. Если версия о столь раннем происхождении темной материи подтвердится, то в дальнейшем это поможет ученым выявить суть невидимого вещества и больше узнать о временах до Большого взрыва. А заодно исследователи сумеют проверить множество теорий о темной материи, которые сейчас звучат фантастически. В одной из гипотез исследователи из университета штата Огайо даже объявили темную материю виновницей будущего апокалипсиса. Предполагается, что частицы этой невидимой составляющей Вселенной способны аннигилировать друг с другом. Иными словами, темной материи со временем становится все меньше. Когда ее останется критически мало, все галактики распадутся на части, а затем и вовсе рассеются по космосу. К счастью, если это и случится, то в необразимо далеком будущем, когда возраст Вселенной в 1010 раз превысит нынешний. У нас вполне хватит времени изучить темную материю и узнать, действительно ли она способна на подобный хоррор. И правда ли, что такая субстанция может быть старше Большого взрыва? Впрочем, с самим Большим взрывом тоже не все однозначно. Согласно принятой теории, Вселенная родилась после невероятно мощной вспышки энергии, которую назвали Большим взрывом. Затем мироздание расширялось и охлаждалось. Однако самая ранняя Вселенная оставалась горячей и плотной. В таких условиях частицы постепенно объединялись и образовывали ядра атомов, а затем все остальное в нашем мироздании. Эта гипотеза появилась в конце 1940-х годов. Примерно в то же время всплыла совершенно иная идея – теория устойчивого состояния. Она предполагает, что в большом масштабе мироздание всегда выглядело одинаково и вечно останется неизменным. Мысль о том, что Вселенная возникла в определенный момент времени, теорией устойчивого состояния рассматривается как иррациональная. Как можно объяснить причину первоначального всплеска энергии, если время появилось только вместе с ним? То есть Большого взрыва не существовало, а Вселенная никогда не расширялась из плотной крошечной точки и вечно находится в стабильном состоянии, не имея ни начала, ни конца. Команда астрофизиков из Канады, которые поддерживают теорию устойчивого состояния, приводит в доказательство эффект Доплера. На него во многом опирается теория Большого взрыва. Что же не так с эффектом Доплера? Сначала посмотрим на это явление глазами астрофизиков.
Если тело в космосе удаляется от нас, то ученые видят его смещенным в красную часть спектра, а если приближается — в синюю. Измерения звездного света показали, что все галактики имеют красное смещение, то есть удаляются от нас. Такая интерпретация эффекта подтверждает теорию Большого взрыва и то, что Вселенная постоянно расширяется. Но авторы нового исследования сомневаются в тезисе, что красное смещение означает движение. Наблюдения за космосом, которые провели ученые, согласуются с другой, несовместимой с теорией Большого взрыва гипотезой – старение света. Она объясняет красное смещение тем, что частицы света, фотоны, со временем теряют энергию, находясь в космосе, а значит, Вселенная должна быть статичной. Исследователи предполагают, что никакого первоначального взрыва не было, и у всего сущего нет ни начала, ни конца. В то же время американский физик Стивен Холлер не согласен с такими выводами. По его мнению, эффект Доплера неоднократно проверялся и нашел свое подтверждение в огромном количестве наблюдений, моделей и расчетов. Ученый объясняет, что астрономам удалось выяснить состав звезд и планет, сопоставив их спектральные линии со спектрами химических веществ на Земле. Это сделано именно с помощью метода Доплера, а значит, Большой взрыв все же был. Но внезапно математик Герман Бонн, астрофизик Томас Голд и космолог Фред Хойл, можно сказать, вывернули теорию Большого взрыва наизнанку. По их словам, наша Вселенная началась не с Большого взрыва. Точкой отсчета нужно считать большой отскок. То есть все сущее появилось не в результате расширения пространства-времени из маленькой точки после взрыва, а по окончании предыдущей фазы существования Вселенной. Иными словами, мироздание сжалось, а затем вновь расширилось, образовав известный нам космос. Хотя бы первоначально проверить эту гипотезу современная наука не позволяет. Однако ученые надеются через время с развитием технологий провести нужные космологические эксперименты и получить прямые доказательства своей теории. Эта тайна, как и многие другие, останутся открытыми, пока не придет их время. Ученые одну за другой решают космические головоломки. Так недавно раскрыта загадка звездной системы HD 148937 на расстоянии около 3800 световых лет от Земли. Она состоит из двух звезд намного массивнее Солнца и окружена красивой туманностью. Вроде бы с этой компанией все в порядке. Но в науке подобная комбинация считается невозможной. Две ярких звезды не может окружать туманность, и астрономы давно искали секрет HD 148937. Ученые собрали данные за 9 лет наблюдений очень большого телескопа и обсерватории Ла-Силья. Изучение этих сведений показало, что изначально в системе HD 148937 находилось как минимум 3 звезды. 2 из них были расположены близко друг к другу, в то время как третья облюбовала себе место на более удаленной орбите. Затем 2 внутренние звезды слились. В ходе процесса в пространство была выброшена часть их материи, что привело к формированию туманности. В будущем подобные загадки ученые, вероятно, смогут решать быстрее. В этом поможет введение в строй роботизированных телескопов, обработка огромного количества данных обсерваторий с помощью искусственного интеллекта и многие другие достижения науки. Но удастся ли астрономам раскрыть все тайны космоса? Конечно, нет. Каждое открытие чаще всего рождает новые вопросы. Так темная материя объяснила недостающую гравитацию во Вселенной, однако все равно остается покрытой тайной. Хотя, возможно, в этом и есть главная прелесть изучения пространства. Для нас, космических путешественников, это особенно интересно. По мере достижения небесных тайн перед нами будут открываться новые, потрясающие маршруты по Вселенной.